Привет. Адская тюрьма Иньгуана не просто темница, а идеально сконструированная машина по уничтожению личности. И именно в ее сердце зреет катастрофический сбой. Во-первых, системы работают как жуткий конвейер. 8 уровней экстремальных температур и ядов методично ломают тело. Не ради наказания, а ради подготовки. Только истощенная плоть открывает путь к финальному этапу — внедрению адского жука души. Паразит не стирает память и боевые навыки. Он просто переписывает приоритеты, заменяя свободу воли абсолютной преданностью хозяину. Идеальный троян с правами администратора. Во-вторых, Хань Ли ломает алгоритм захвата изнутри. Пока остальные пленники сдаются, он задействует колоссальное духовное чувство и строит ментальный карантин, изолированный сектор сознания, где запирает жука. Паразит выгрызает барьер изнутри, боль запредельная, и Хань Ли теряет сознание. Но установка паразита прошла с критической ошибкой, процесс ассимиляции завис на паузе. И, наконец, жадность союзницы превращает систему в бомбу. Иньгуан уходит в спячку, уверенный, что слияние займет 100 дней. Но Юло тайно передает небесные пилюли питания души, рассчитывая ускорить процесс. Роковой просчет. Пилюли питают не только жука, но и истерзанную душу самого Хань Ли, давая ему ресурс для перехвата контроля. Иньгуан ждет покорных марионеток через 3 месяца, а рискует получить разъяренного и полного сил пленника уже к концу недели. Абсолютный контроль оказался иллюзией. Стоило добавить один непредсказуемый человеческий фактор. А теперь слушаем дальше. Глава 736. Озадаченный. Несмотря на замешательство Инчаня, он тут же отвесил благодарный поклон и сказал: «Пожалуйста, примите мою благодарность от имени мастера Иньгуа, госпожа Юло. В этом флаконе осталось довольно много пилюль для питания души небесного Инь. Как только эти 5 проснутся, ты можешь оставить себе оставшиеся пилюли. Если я правильно помню, ты достиг средней стадии высшего зенита около 100 лет назад, и эти пилюли должны быть очень полезны для укрепления твоей базы культивирования». С улыбкой сказала Юло. Инчан был в восторге от этих слов и поспешно ответил: «Спасибо, мисс Юло. Если вам когда-нибудь что-нибудь понадобится, я всегда к вашим услугам». Во флаконе было 40 пилюль небесного Инь, питающих душу, так что должно было остаться еще около 20 после того, как их раздадут Хань Ли и остальным, и, по крайней мере, этих пилюль хватило бы, чтобы сэкономить ему несколько тысяч лет упорного совершенствования. «Раз уж вы сделали такое любезное предложение, я с радостью его приму. Я бы хотела одолжить этих 5, когда они очнутся, и надеюсь, что вы сможете мне помочь, старший надзиратель Инчан». С улыбкой сказала Юло. Услышав это, Инчан мгновенно напрягся, и ему захотелось дать себе пощечину за такое безрассудное обещание. «Это станет проблемой?» — спросила Юло. «Дело не в том, что я не хочу помогать, проблема в том, что мастер Иньгуа собирается превратить их в кукол, так что, если вы хотите их одолжить, мне сначала нужно получить разрешение мастера Иньгуа». Осторожно ответил Инчан. Мастер Иньгуа, должно быть, сильно перенапрягся, проявив сразу 5 жуков-дьяволов, так что он точно не выйдет из уединения по меньшей мере месяц. Я возьму их взаймы всего на 2-3 дня, и если мы оба ничего не скажем, как мастер Иньгуа узнает, спросила Юло с легкой улыбкой. Инчан взглянул на черный нефритовый флакон в своей руке, и на его лице появилось нерешительное выражение. Кроме того, даже если мастер Иньгуа каким-то образом узнает об этом, он наверняка не будет возражать против того, чтобы одолжить мне 5 из них, учитывая, что я пожертвовала так много пилюль для питания души Инь на его дело. Продолжила Юло. Возможно, это так, но мастер Иньгуа специально сказал мне. Выражение лица Юло слегка помрачнело, когда она вмешалась: «Я беру их 5 для дела, связанного с региональным монархом, а не для себя. Если вы не хотите мне помогать, я не буду заставлять вас делать что-то против вашей воли, но если региональный монарх спросит о задержке, мне придется сказать ему правду». Услышав это, Инчан слегка вздрогнул, после чего на его лице появилась кривая улыбка, и он ответил: «В таком случае, похоже, у меня нет особого выбора». «Хорошо, тогда я оставлю это на вас, старший надзиратель Инчан», — сказала Юло, и на ее лице снова появилась улыбка. Затем она повернулась, чтобы уйти. Инчан наблюдал за Юло, пока она уходила,
и только после долгого молчания он слегка вздохнул и направился в камеру Хань Ли. Там он достал талисман из флакона из черного нефрита, а затем вытряхнул из него маленькую серую таблетку. Внимательно осмотрев таблетку, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, он скормил ее Хань Ли, после чего его аура начала стабилизироваться. После этого Инчан повторил процедуру со всеми спутниками Хань Ли, прежде чем уйти. В бессознательном состоянии Хань Ли чувствовал, как в его голове непрерывно гремит гром и сверкают молнии, а невыносимая боль грозила разорвать его сознание на части. Неужели вот так все и закончится? Чувство отчаяния поднялось из глубины его сердца. Он медленно открыл глаза, и все вокруг казалось очень размытым и неясным. Внезапно его тускло освещенная тюремная камера начала светлеть, и его окружение тоже начало меняться. Камера постепенно исчезла, сменившись элегантно обставленным залом, а рядом с ним появилось несколько горшков с редкими и экзотическими цветами. В зале на плетеном стуле у богато украшенного деревянного стола сидела неясная фигура, опустив голову и глядя на что-то. Фигура постепенно становилась все более отчетливой в глазах Хань Ли, и он увидел молодую женщину в белом одеянии. «Ванер!» — невольно воскликнул Хань Ли при виде молодой женщины, и она подняла голову, показав прекрасные черты лица, которые бесчисленное количество раз появлялись в снах Хань Ли. Это был никто иной, как Наньгун Ван. Однако, как только он собрался что-то сказать ей, его сознание резко помутилось, и все вокруг снова погрузилось во тьму, а его тело начало падать в бездонную пропасть. Спустя, казалось, целую вечность, в его сознании внезапно разлилось тепло, и мучительная боль быстро отступила, позволив его раздробленному разуму собраться воедино. Вскоре волна тепла схлынула, и мучительная боль вернулась в его разум, но уже не такая сильная, как прежде. Некоторое время спустя волна тепла снова наполнила его разум. Сознание Хань Ли постепенно восстанавливалось, и, наконец, после того, как четвертый поток тепла омыл его разум, его веки слегка дрогнули, а затем распахнулись, и он обнаружил, что смотрит в потолок своей камеры. Хотя его сознание вернулось, тело все еще находилось в агонии и было совершенно неподвижно. Вскоре Инчан появился в поле зрения Хань Ли, удивленно глядя на него, заметил: «Должно быть, твое божественное чувство чрезвычайно сильно, раз ты пробудился всего за 4 дня». Хань Ли хотел что-то сказать, но был слишком слаб, чтобы произнести хоть звук. «Теперь, когда ты очнулся, я, пожалуй, могу скормить тебе 5-ю небесную пилюлю, питающую душу инь», — сказал Инчан, высыпая серую пилюлю из флакона из черного нефрита и скармливая ее Хань Ли, который даже не пытался сопротивляться. «Вам повезло. Если бы не эти таблетки, вам пришлось бы страдать еще как минимум 10 дней, прежде чем вы очнулись бы». Холодно усмехнулся Инчан и быстро ушел, скрывшись из поля зрения Хань Ли. Немного придя в себя, Хань Ли поспешно проверил свое внутреннее состояние и обнаружил, что все ограничения в его дантяне и разуме все еще присутствуют. Кроме того, его тело и меридианы получили серьезные повреждения, а кандалы на теле сделали его полностью неподвижным. Хань Ли не обращал внимания на свои физические травмы, поспешно осматривая свою душу, и на его лице быстро появилось мрачное выражение. Его душа стабильно парила в его сознании, так что, возможно, адская душа уже полностью слилась с ней. Хань Ли невольно вздрогнул при мысли о жуке адской души, но тут же заметил, что что-то не так. Внутри его души адский жук души был заключен в несколько божественных цепей, снаружи которых находился слой какого-то прозрачного вещества. Чем бы ни было это прозрачное вещество, оно, похоже, окутало жука адской души и сделало его совершенно неподвижным. Кроме того, он не чувствовал, что его сознание было нарушено, что, естественно, было огромным облегчением, но и очень озадачивало. В этот самый момент серая таблетка, которую ему только что дали, начала таять и быстро превратилась в волну тепла, которая проникла в его разум и быстро распространилась по телу. Боль в его душе мгновенно значительно ослабла, и он почувствовал, что его душа купается в горячем источнике. Вспомнив о приливах тепла, которые периодически возникали в его сознании во время бессознательного состояния, Хань Ли понял, что эта серая таблетка была первопричиной. Судя по действию таблетки, она была очень ценной, и, по словам Инчаня, это была уже 5-я таблетка, которую ему дали, и он не мог не задаться вопросом, почему ему дают такие ценные таблетки. Внезапно Хань Ли заметил, что в его разум проникает серия едва заметных полупрозрачных световых полос, которые сливаются с его душой, а затем укрепляют прозрачную световую мембрану вокруг адского жука. При виде этого в голове Хань Ли мгновенно промелькнула череда мыслей, но в конце концов он встряхнул головой, чтобы избавиться от них, закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Примерно через полдня его глаза резко открылись, и, набравшись сил, он смог медленно сесть. Он незаметно огляделся, затем приложил руку к колбу, изображая страдальческое выражение лица. Сразу после этого над его пальцами вспыхнул луч полупрозрачного света, и в его руке внезапно появилась трава мириады душ, которую он тут же засунул в рот.
Несколько раз пожевав траву мириад душ, он быстро проглотил ее. Несмотря на то, что его бессмертная духовная сила была полностью запечатана, лишив его возможности получить доступ к цветущей ветви, осколок божественного чувства, который он ранее спроецировал в нее, смог извлечь для него кое-что из этой области. В этот самый момент седовласый пожилой мужчина в соседней камере повернулся к Хань Ли с недоуменным выражением на лице, а Хань Ли прислонился спиной к стене своей камеры и молча закрыл глаза. В этот момент его сознание яростно бурлило, а все его божественные чувства пришли в неистовство, неустанно атакуя черные волны его разуме. Возможно, это было благодаря 5 таблеткам, которыми его накормили, но его божественное чувство еще больше обострилось, и черные волны непрерывно дрожали. В то же время в его разум непрерывным потоком вливалась черная ци, и это была не что иное, как целебная сила травы мириады душ. Черная ци испускала огромные колебания силы души, которые были лишь немного слабее, чем у Хань Ли, но они были чрезвычайно яростными и необузданными, как дикий жеребец, на котором невозможно ездить верхом. Кроме того, в черной ци можно было услышать гневный рев. Бесчисленные травы души росли в темных местах, где собирались умершие духи, и, по сути, это было духовное растение, сформированное обиженной энергией бесчисленных душ. Из-за этого было очень трудно поглотить его целебную силу, чтобы укрепить свою душу, и большая часть его целебной силы часто расходовалась впустую. Однако в данный момент Хань Ли не стремился поглотить ее целебную силу. Вместо этого он использовал ее, чтобы атаковать черные волны в своем сознании, и это отлично ему помогало. Глава 737. Кто она? Хань Ли сделал глубокий вдох, затем закрыл глаза и сосредоточился на том, чтобы направить черную ци из мириад душ к черным волнам в своем сознании, пытаясь снять ограничения. Благодаря своему прошлому опыту борьбы с этим ограничением он смог быстро добиться прогресса, и черная рябь вскоре начала ослабевать. Глаза Хань Ли загорелись, когда он снова применил искусство наблюдения за мечом, но на этот раз он вызвал сразу 3 меча божественного чувства, которые в унисон ударили по 3 разным точкам черной ряби. 3 крошечные ранки мгновенно появились на черной ряби, которая тут же попыталась залечить их, но в этот момент из души Хань Ли вырвались 3 полупрозрачные цепи божественного чувства и проникли в 3 ранки. Черные волны делали все возможное, чтобы запечатать раны, но цепи божественного чувства были чрезвычайно прочными и оставались на месте. Кроме того, они испускали вспышки полупрозрачного света и непрерывно извивались, пытаясь расширить 3 раны. Между черными волнами и цепями божественного чувства завязалась ожесточенная схватка, погрузившая разум Хань Ли в состояние полного хаоса, но Хань Ли был в восторге от этого зрелища и закрыл глаза, продолжая атаковать черные волны своим божественным чувством и силой травы мириады душ. День и ночь пролетели в мгновение ока. Хань Ли все это время оставался совершенно неподвижным, прислонившись к стене своей камеры, в то время как в его голове бушевали беспорядочные мысли. К этому моменту в черной ряби уже появились десятки разрывов, каждый из которых был заполнен извивающейся божественной цепочкой. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что ограничение значительно потускнело и сильно дрожало, но упорно оставалось на месте. К этому моменту лицо Хань Ли сильно побледнело, а по его лицу стекали крупные капли пота. После целого дня и ночи неустанного труда его божественное чувство было сильно перенапряжено, а целебная сила травы мириады душ почти иссякла, так что он не смог бы продолжать в том же духе. Как и ожидалось от печати, установленной культиватором зенита небес. Я должен действовать прямо сейчас. Помня об этом, Хань Ли стиснул зубы, и десятки божественных цепей его сознания вспыхнули в унисон, яростно извиваясь, как щупальца, еще больше расширяя десятки прорезей в черной ряби и заставляя их беспорядочно мерцать. В то же время все божественное чувство в разуме Хань Ли направлялось в цепи божественного чувства, быстро укрепляя и утолщая их. В то же время черная ци, образованная травой мириад душ, превратилась в пару гигантских черных рук, которые схватили черные волны и растянули их, еще больше расширив раны. Несмотря на это, ограничение оставалось в силе и не собиралось отменяться. В последнем усилии Хань Ли с помощью своего искусства наблюдения за мечом создал серию полупрозрачных проекций меча, и все они мгновенно слились в гигантскую проекцию меча, которая с огромной силой ударила по черной рябе. Огромная рана мгновенно распорола черную рябь, и она больше не могла держаться вместе, взорвавшись с глухим стуком и быстро рассеявшись. В то же время то немногое, что осталось от целебной силы травы мириады душ, было полностью уничтожено черной рябью. Хань Ли тут же начал хватать ртом воздух, и, поскольку все его силы божественного чувства были истощены, он был на грани потери сознания. Он действительно отдал все, что мог, и благодаря своим усилиям наконец-то преодолел одно из ограничений своего тела к своей радости и восторгу. Нет, я не могу заснуть. Хань Ли крепко стиснул зубы, заставляя себя оставаться в сознании, и только после нескольких часов отдыха и восстановления его божественное чувство немного пришло в норму.
До полного выздоровления было еще далеко, но, по крайней мере, ему больше не было трудно оставаться в сознании. В его глазах промелькнуло воодушевление, когда он внутренним взором осмотрел свое состояние. До этого он также мог осматривать свое внутреннее состояние, но не с таким уровнем детализации, как позволяло его духовное зрение. Когда он сделал это, на его лице быстро появилось мрачное выражение. Единственным ограничением, достойным внимания в его теле, было ограничение в виде смертоносной молнии на Дантяне, и если бы его можно было снять, то со всеми остальными ограничениями тоже можно было бы легко справиться. Однако ограничение в его Дантяне оказалось гораздо более мощным, чем он себе представлял, гораздо более мощным, чем даже ограничение в виде черной ряби в его сознании, и, скорее всего, его было невозможно снять даже с помощью Даоса Се. Хань Ли нахмурился, пытаясь придумать, как снять проклятое ограничение. В этот момент послышались шаги, и он тут же убрал свое божественное чувство, опустив голову. У входа на 9-й уровень появились две фигуры, высокая и низкая, и это были никто иные, как Инчан и Юло. Хань Ли бросил взгляд на Юло боковым зрением, и в его глазах промелькнуло недоумение. Он всегда чувствовал, что эта женщина довольно странная. В частности, только после того, как она дала Инчину таблетки, которые он дал Хань Ли, он смог избавиться от ограничений в своем сознании и обрести проблеск надежды. Может быть, у нее были какие-то скрытые мотивы, или, возможно, этот человек что-то замышлял? Хань Ли еще ниже опустил голову, пока эти мысли проносились в его голове, и сконцентрировал все свое божественное чувство, не смея выдать даже малейшие колебания божественного чувства. Один из них уже проснулся, удивленно заметила Юло, взглянув на Хань Ли. Его божественное чувство, кажется, особенно сильно, и он уже проснулся вчера. Конечно, все это благодаря вашим пилюлям для питания души небесного инь. В противном случае он бы пролежал без сознания как минимум полмесяца. Сказал Инчан. Его божественное чувство должно быть действительно очень сильное, раз он очнулся всего через 4 дня. Разбуди остальных 4. Времени осталось немного, а мастер региона все еще ждет. Иди и скорми им таблетки на сегодня, а я тебе помогу. Приказала Юло. Инчан ответил утвердительно, затем вошел в камеру Байлияня и дал ему пилюлю, питающую душу небесного иня. После этого Юло сложила руки в странную печать, из ее ладоней вырвалась серия черных рун, которые слились в цветок черного лотоса, парящий в воздухе и быстро уменьшающийся в черное пятнышко, прежде чем исчезнуть в глазнице Байлияня. Над головой Байлияня мгновенно вспыхнули черные огни, окрасив в черный цвет и остальную часть его тела. В черном свете появилась проекция босоногой женщины, сидящей на стуле из цветка лотоса. На лице женщины была доброжелательная улыбка безусловной любви, как будто она была матерью всего сущего. Проекция подняла руку и нежно погладила Байлияня по руке, бормоча что-то, как мать, которая будет своего ребенка. Над головой Байлияня мгновенно появилась серия черных волн, которые распространились наружу, и в следующее мгновение он резко вздрогнул, а затем медленно открыл глаза, после чего проекция женщины исчезла. При виде этого в глазах Хань Ли промелькнуло недоумение. «Сколько бы раз я не видел это, твоя способность призывать души не перестает меня удивлять, мисс Юло. Я слышал, что даже если кто-то умер, но прошло не более 3 дней с момента его смерти и его душа все еще цела, ты можешь воскресить его с помощью этой техники». «Это правда?» — спросил Инчан с восхищением в глазах. «Дальше», — сказала Юло с холодным выражением лица, полностью проигнорировав вопрос Инчаня. «Прошу прощения, что заговорил не по делу, госпожа Юло». Смущенно улыбнулся Инчан и поспешно вошел в камеру Лиса 3, прежде чем дать ему пилюлю, питающую душу инь. Юло снова применила ту же технику призыва души, и Лис 3 тоже быстро пробудилась. Вскоре Мо Гуан и Ши Чуанькун тоже пришли в себя, и Юло с серьезным выражением лица повернулась к Инчину и предупредила: «То, что произойдет дальше, строго конфиденциально, поэтому будет лучше, если ты ничего об этом не узнаешь». Услышав это, Инчан слегка замешкался, а затем кивнул в ответ и сложил руки в печать, создавая барьеры из черного света вокруг всех камер, кроме тех, в которых находилась группа Хань Ли. «Я уже активировал ограничения для всех остальных ячеек, так что не торопитесь и позовите меня, когда закончите», — сказал Инчан и повернулся, чтобы уйти. В тот момент, когда он обернулся, Юло молниеносно протянула руку и коснулась пальцем его спины, высвободив поток черного света в его тело. Выражение лица Инчаня резко изменилось, но прежде чем он успел что-то сделать, над его головой появился шар черного света, и он был полностью обездвижен и застыл на месте с встревоженным выражением лица. Хань Ли и остальные, естественно, были очень удивлены, увидев это, и все с настороженным видом повернулись к Юло. Юло убрала руку и направилась в камеру Хань Ли. Хань Ли с трудом поднялся на ноги, посмотрел прямо на Юло и сказал: «Похоже, вам нужно, чтобы мы что-то для вас сделали».
Могу я спросить, что именно? Внезапно Юйло сложила ладони вместе, и струя белого света мгновенно облетела Ханьли, разорвав все оковы на его теле. «Кто ты и что все это значит?» — спросил Ханьли. «Ты все еще не знаешь, кто я?» — спросила Юло с легкой улыбкой. Глава 738. Бурный путь. Услышав это, Ханьли слегка изменился в лице и ответил: «Не думаю, что мы встречались раньше». На самом деле он ничего не помнил о Юло, но, как ни странно, как только он увидел ее, то почувствовал, что она ему знакома. Просто из-за срочности ситуации, в которой он оказался, у него не было времени задуматься, откуда взялось это чувство. Улыбка Юло слегка расширилась, когда из ее тела внезапно вырвались вспышки черного света, которые затем слились над ней, образовав проекцию трехглазой гигантской обезьяны со странным рогом на голове. «Ты, плачущий зверь души!» — воскликнул Ханьли с ошеломленным видом. «Похоже, мы так долго не виделись, что ты уже забыл обо мне, хозяин». С грустью вздохнула плачущая душа. «Конечно, нет, я просто так удивлен. Разве ты не вознеслась в царство истинных бессмертных после того, как тебя призвали много лет назад? Как ты оказалась в сером царстве?» — спросил Ханьли со смесью шока и восторга в глазах. Тем временем Ши Чуанькун и остальные смотрели на происходящее с недоумением. Они понятия не имели, как Ханьли внезапно обзавелся таким могущественным подчиненным в сером царстве, и внезапно Ханьли стал казаться им еще более непостижимым. Только Мо Гуан казался совершенно спокойным и собранным, по-видимому, уже привыкнув к способности Ханьли творить чудеса. Это история на потом. А пока используй эту золотую бусину-молнию, чтобы сначала снять ограничения с твоего дантянь. Ответила Юло, перевернув руку и показав золотую бусину размером с яйцо, испещренную молниями. Бусина испускала мощную ауру атрибута Ян, которая была очень похожа на ауру божественной молнии Ханьли, и как только она появилась, вся окружающая губительная ци мгновенно рассеялась. «Может ли быть так, что эта бусина содержит золотую молнию, омывающую кости?» — спросил Ханьли, приподняв бровь. Услышав это, в глазах плачущей души промелькнуло удивление, и она ответила: «Ты знаешь о золотой молнии, омывающей кости?» Верно, эта бусина была создана из золотой молнии, омывающей кости, которая напрямую противодействует разрушительной силе молнии Иньгуа. Золотая молния метнулась вперед по ее приказу, когда она заговорила, и мгновенно исчезла в дантяне Ханьли. Золотые молнии мгновенно вспыхнули в его дантяне, а затем распространились во всех направлениях, мгновенно заполнив все его тело. Ханьли тут же сел, скрестив ноги, и в этот момент из его нижней части живота начали подниматься черные молнии, сталкиваясь с золотыми. Он сильно содрогнулся от боли, и холодный пот потек по его лицу, которое бесконтрольно дергалось от мучений, которым он подвергался. Из бусинки молнии в его дантяне вырывалось все больше и больше золотых молний, мгновенно уничтожая черные молнии при соприкосновении, но этих черных молний было слишком много, и они, казалось, действовали по собственному усмотрению, сливаясь в более толстые и мощные черные молнии, чтобы противостоять золотым. Золотая молния не могла быстро уничтожить эти более толстые дуги черных молний, и ситуация зашла в тупик. В этот самый момент из тела Ханьли вырвались лучи сияющего золотого света, испускающие всплески энергии закона времени, которые слились с золотой молнией, чтобы противостоять черной молнии. С помощью своих способностей, связанных с законом времени, золотая молния мгновенно одержала верх, и в его теле один за другим раздалось несколько глухих ударов, после чего из его дантяня вырвался поток черной ци. Золотой свет, исходящий от его тела, мгновенно стал значительно ярче, заставив пространство вокруг зажужжать и сильно задрожать, и даже плачущая душа была вынуждена отступить на несколько шагов. В ее глазах промелькнуло удивление, когда она похвалила: «Ваша бессмертная духовная сила невероятна, мастер. Она не уступает даже среднему культиватору высшего зенита». Эти пагубные ограничения молнии были лично наложены Иньгуа. «Теперь, когда мои ограничения сняты, сможет ли он их почувствовать?» — серьезно спросил Ханьли. «Не волнуйтесь, мастер». Иньгуа сильно переутомился, проявив сразу 5 адских жуков, и сейчас восстанавливается в уединении, так что он ничего не заметит. С улыбкой заверила плачущая душа. Услышав это, Ханьли слегка расслабился и открыл рот, чтобы выпустить золотую бусину молнии, но она немного уменьшилась по сравнению с прежним размером. В то же время он взмахнул рукой, выпустив 4 потока ци-меча, которые мгновенно преодолели ограничения на дверях камер, в которых находились Ши Чуанькун и остальные, и разорвали их оковы. Затем Ханьли бросил Ши Чуанькоу бусину золотой молнии и сказал: «Используй эту бусину, чтобы снять ограничения в своем теле». Ши Чуанькун немедленно прижал бусину молнии к нижней части своего живота, и после того, как бусина молнии исчезла в его теле, по его телу тоже начали пробегать золотые молнии. Тем временем Ли Стри и остальные вышли из своих камер и собрались вокруг Ши Чуанькуна. «Кстати,
это ваши вещи, мастер. Эти 9 лазурных мечей бамбуковых облаков — ваше сокровище, и я взяла их, чтобы отдать вам сейчас. Сказала плачущая душа, взмахнув рукавом в воздухе и призвав 9 мечей и инструменты для хранения Хань Ли. Увидев это, Хань Ли просиял от радости и быстро убрал все свои вещи, а затем повернулся к плачущей душе и вздохнул. «Ты действительно спасла нас, плачущая душа. Если бы тебя не было рядом, для всех нас это был бы конец. Не нужно меня благодарить, мастер. Только благодаря вашей неустанной заботе я смогла достичь этого, так что я лишь возвращаю долг». Покачала головой плачущая душа. Ладно, давай тогда не будем об этом. Кстати, что случилось с адской душой в моем сознании? Кажется, она в чем-то застряла. Сказал Хан Ли. Способность вызывать адских жуков души уникальна для племени адских демонов, и с ними очень трудно справиться. К счастью, я смогла найти особое вещество, которое может временно запечатывать адских жуков души, и я добавила его в пилюли для питания небесной инской души, которые вам давали. Объяснила плачущая душа. Понятно. Могу я спросить, как вы оказались в Сером Царстве и почему у вас такой высокий статус в адском племени? Спросил Хань Ли. Это долгая история. Когда меня вызвали все эти годы назад в Царство Духов, я действительно вознеслась в Царство истинных бессмертных, и тот, кто меня вызвал, был культиватором зенита небес Небесного двора. Со сложным выражением лица поведала плачущая душа. Услышав это, Хань Ли слегка встрепенулся, но ничего не сказал. Однако он вызвал меня в Царство истинных бессмертных только потому, что моя способность поглощать души была полезна для развития его определенной способности. Я усовершенствовал ась под его руководством более 5000 лет, и за это время моя база совершенствования значительно улучшилась, достигнув уровня Золотого Бессмертного. Он также постоянно совершенствовался и начал разделять свои 3 души трупа, но из-за несчастного случая его разделенной душе трупу удалось сбежать, и она похитила меня, прежде чем скрыться в Сером Царстве. Продолжила плачущая душа. Понятно, но разве бессмертные 3 трупа не должны отправиться в регион Сансары после прибытия в Серое Царство? «Как вы оказались в адском регионе?» — спросил Хань Ли. У этой мертвой души не было ко мне добрых намерений, поэтому я нашла возможность сбежать, отправилась в адский регион и присоединилась к адскому племени. Объяснила плачущая душа. Она говорила так, будто процесс был очень простым, но Хань Ли догадывалась, что ей пришлось пройти через множество трудностей, чтобы достичь этого. Однако, учитывая срочность ситуации, он не стал уточнять подробности. Для начала, я — существо с атрибутом инь, и я не только не испытывала никакого дискомфорта в Сером Царстве, но и окружающая среда здесь очень подходит для моего развития. Кроме того, я владела очень редким типом силы закона, связанным с пожиранием душ, и привлекла внимание регионального адского мастера, став его ученицей. Продолжила плачущая душа. Похоже, в конечном счете вам тогда повезло. «Какова ваша нынешняя база совершенствования?» — спросил Хань Ли. Адский хозяин довольно хорошо заботился обо мне и даровал мне много ресурсов для развития, так что я смогла достичь стадии высшего зенита чуть больше века назад. Кстати, я еще не успела спросить тебя, как ты оказался в Сером Царстве и, в частности, в городе Асура, спросила плачущая душа. Мы пришли сюда из-за зловещего очищающего пруда. Вы, наверное, чувствуете, что я сейчас на вершине стадии Золотого Бессмертного и борюсь со своим пагубным распадом, поэтому мне нужно использовать тот пруд. Объяснил Хань Ли. Понятно. Это будет непросто. Зловещий очищающий пруд — священное место адском племени, и он расположен в зоне очищения души. В связи с проведением конференции 3 регионов в городе Асура резко возросло количество чужаков, поэтому охрана в зоне очищения души, скорее всего, будет еще строже, чем обычно. Сказала плачущая душа, слегка нахмурив брови. Услышав это, Хань Ли слегка нахмурился, но прежде чем он успел что-то сказать, к ним подошли Ши Чуань-кун и остальные. Судя по их аурам, было ясно, что пагубные ограничения молнии в их телах уже были сняты. «Спасибо тебе, собрат Даос плачущая душа. Мы в вечном долгу перед тобой за то, что ты спасла нас в трудную минуту», — сказал Ши Чуань-кун, и все 4 благодарно поклонились плачущей душе. «Вы все друзья моего хозяина, так что не нужно меня благодарить. Вот ваши вещи». Плачущая душа взмахнула рукой, и все вещи, которые были отобраны у Ши Чуань-куна и остальных, появились вспышки света. Ши Чуань-кун и остальные были в восторге и поспешно собрали свои вещи. Глава 739. Побег. «Господин, я знаю, что вы уже все решили, но я все же хочу напомнить вам, что прямо сейчас все монархи и большинство других адских существ на стадии зенита небес находятся в районе Падшего озера, так что охрана на окраинах города Асуры, скорее всего, будет такой же слабой, как и всегда.
Если вы хотите покинуть город Асуры, я могу быть вашим проводником, но время не ждет, так что мы должны отправиться прямо сейчас. Если мы упустим эту возможность, нам будет очень трудно уйти», — сказала плачущая душа. Хань Ли взглянул на Ши Чуанькуна и остальных и увидел, что все они были в очень плохом состоянии. Увидев это, он нахмурился, но затем на его лице быстро появилось решительное выражение. «Мы уже так далеко продвинулись, что если сейчас повернем назад, то все, что мы пережили, будет напрасным. Кроме того, учитывая, что я стремительно угасаю, я не могу позволить себе повернуть назад. Если кто-то из вас не хочет продолжать, то можете уйти прямо сейчас». Вздохнул Хань Ли. «Мое положение не лучше твоего, так что я тоже не могу повернуть назад», — сказал Бай Ли Янь с кривой улыбкой. «У меня нет привычки бросать дело на полпути». Усмехнулся Лис Три, но тут же поморщился от боли. «Наш дом Великого Истока никогда не признает поражений, и отступить сейчас означало бы признать огромные потери. Я заставлю этих людей заплатить за то, что они сделали», — решительно заявил Ши Чуанькун. Мо Гуан ничего не сказал и по-прежнему выглядел таким же невозмутимым и отстраненным, как всегда. «В таком случае я больше не буду пытаться вас отговаривать, господин», — с кивком сказала плачущая душа. «Нам было бы довольно неудобно путешествовать такой большой группой, поэтому, прежде чем мы доберемся до кратера кармического огня, я попрошу вас всех остаться в моем владении», — сказал Хань Ли, а затем сотворил дверь из серебристого света, которая вела прямо на первый этаж бамбукового павильона. Ци изначального мира богатства хлынула из двери света, наполнившей Чуанькуна и остальных ощущением комфорта, которого они не испытывали очень давно. «Это сокровище из домена с аукциона нефритовой пагоды Кун? Насколько я помню, в то время его купил старейшина горы сотни творений, не так ли?» — удивленно спросил Лис Три. «Нет, это другое сокровище домена, которое я получил в другом месте. Пожалуйста, пока оставайтесь в сокровищнице домена. В бамбуковом здании очень много изначальной ци мира, так что просто оставайтесь там, отдыхайте и восстанавливайтесь», — сказал Хань Ли. Мо Гуан первым вошел в бамбуковый павильон, и все остальные быстро последовали его примеру. Все ограничения во всей области были активированы, а бамбуковый павильон был запечатан, но эти меры предосторожности были понятны Ши Чуанькуну и остальным. В тот момент все они были ошеломлены обилием духовной ци в бамбуковом павильоне и быстро сели, скрестив ноги, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Закрыв домен цветочной ветви, Хань Ли внезапно поморщился от боли. Даже с учетом его физического состояния, мучения, которые он пережил ранее, сильно сказались на нем, не говоря уже о том, какой ущерб его душе нанесла адская душа. «Ты в порядке, хозяин?» — обеспокоенно спросила плачущая душа. Хань Ли успокаивающе взмахнул рукой, затем принял золотую пилюлю и ненадолго закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Через несколько мгновений он снова открыл глаза, натянул на лицо улыбку и сказал: «Я в порядке. Пойдем. Это будет очень опасное путешествие, мастер. Вы действительно сможете отправиться в путь в вашем нынешнем состоянии?» — спросила плачущая душа. «Чем дольше я остаюсь в сером царстве, тем больше пагубной ци проникает в мое тело. У меня такое чувство, что если я вскоре не доберусь до смертоносного очищающего пруда, то не смогу подавить свой пагубный распад, а как только это произойдет, я все равно буду обречен», — ответил Хань Ли с кривой улыбкой. «Область очищения души — это особая область, куда могут попасть только адские существа. Даже будучи учеником регионального монарха, я могу войти в эту область только в сопровождении его, так что, если вы хотите попасть в область очищения души, вам придется идти по пути, который вы изначально запланировали», — сказала плачущая душа. «Не спровоцируем ли мы снова ограничения, если попытаемся пройти через этот кармический огненный коридор?» — спросил Хань Ли. «Ты можешь оставить это на меня, мастер. Однако, когда ты доберешься до пруда очищения души, я не знаю, что ждет тебя по ту сторону», — ответила плачущая душа. «На данный момент я могу делать только один шаг за раз», — вздохнул Хань Ли. Плачущая душа кивнула в ответ и сказала: «Мне жаль, что приходится это делать, мастер, пожалуйста, приготовьтесь». Затем она подняла руку и выпустила ярко-красную цепь, которая пронзила плечо Хань Ли. Хань Ли слегка нахмурился, но не издал ни звука. С этими словами плачущая душа повела Хань Ли вверх по лестнице. Из-за ее особого статуса в адском племени даже обычным адским существам, достигшим стадии зенита небес, приходилось остерегаться ее, не говоря уже о простых адских слугах, поэтому путешествие прошло очень гладко, и ни один адский слуга не осмелился подойти к ней и спросить, что она делает. Вскоре они вдвоем выбрались из адской тюрьмы и быстро добрались до кратера кармического огня. Пройдя по длинному коридору, Хань Ли заметил высокую и внушительную фигуру, стоявшую у входа в коридор кармического огня. Это был никто иной, как Сулю.
Он скрестил руки на груди и уставился в пустоту совершенно бесстрастным взглядом. Несмотря на то, что Хань Ли уже видел их однажды, шрамы на теле Сулю все равно были ужасающим зрелищем. Он, конечно, не испытывал никакой симпатии к этому бывшему посланнику бессмертных, но, учитывая, что они оба были из царства истинных бессмертных, он не мог не испытывать жалости к Сулю. Как только они собирались пройти мимо Сулю, он внезапно развел руки в стороны и шагнул в сторону, преградив путь плачущей душе. Увидев это, плачущая душа слегка нахмурилась и подняла руку, чтобы призвать значок, от которого исходили клубы черной губительной ци. Значок на мгновение завис в воздухе перед Сулю, а затем вернулся в ее руку. Увидев это, Сулю немедленно вернулся в свое первоначальное положение. Хань Ли и плачущая душа вошли в ворота и увидели, что мост совершенно пуст, а клетка, в которой бессмертный лорд Горящее Пламя и Чиронг находились в плену, все еще висела под мостом. Когда они подошли к клетке, Хань Ли остановился как вкопанный. «Что случилось, хозяин?» «Вы их знаете?» — спросила плачущая душа, взглянув на клетку. «Ты можешь снять ограничения с их тел?» — спросил Хань Ли после недолгого размышления. «Это несложная задача. С моим адским жетоном это займет у меня всего несколько секунд, но эти двое уже слишком долго были опалены кармическим огнем, и они уже почти на полпути к тому, чтобы стать серыми бессмертными. Меня беспокоит, что если я сниму ограничения с их тел, они сразу же сойдут с ума и начнут буйствовать», — ответила плачущая душа. «Хорошо, в таком случае выпустите их пока из клетки, а ограничения мы снимем в другой раз», — сказал Хань Ли. Плачущая душа сделала, как ей было сказано, и подлетела к клетке, прежде чем выпустить в нее череду заклинаний. На клетке мгновенно появился ряд необычных узоров, которые исчезли после вспышки темно-красного света, после чего клетка открылась. Бессмертный лорд Горящее Пламя прислонился к углу клетки, совершенно не обращая внимания на происходящее. Чиронг, напротив, перевел взгляд на Хань Ли и плачущую душу, и в его глазах промелькнуло замешательство и паника, но он не пошевелился и ничего не сказал. «Похоже, ты все еще в сознании. Боюсь, я пока не могу снять ограничения с твоего тела, но если ты сможешь встать, то выходи сам», — сказал Хань Ли. Чиронг на мгновение замер, затем медленно поднялся на ноги и помог бессмертному владыке Горящему Пламенем тоже встать. Хань Ли сотворил ту же дверь из серебристого света и продолжил: «Заходи». Чиронг не понимал, зачем Хань Ли его спасает, но все равно сделал, как ему сказали, и вошел в бамбуковый павильон вместе с бессмертным лордом Горящим Пламенем, после чего Хань Ли снова закрыл домен цветущей ветви. Когда они вдвоем дошли до конца моста, плачущая душа сказала: «Пожалуйста, подожди немного, хозяин». После этого она погрузилась в кармический огонь и исчезла из виду. Примерно через полминуты черное пламя внизу внезапно слегка приподнялось, и плачущая душа вновь появилась, заявив: «Готово. Я временно запечатала ограничения в кратере и в кармическом огненном проходе, так что теперь вы можете идти». «Спасибо», — ответил Хань Ли с улыбкой и кивком. Как раз в этот момент внезапно раздался холодный голос. «Ло, ты понимаешь, что делаешь прямо сейчас?» Хань Ли поспешно обернулся и увидел высокого худого мужчину средних лет, который шел по мосту, держа на руках маленького пушистого белого зверька. Это был никто иной, как Гуй Му, культиватор Зенита Небес, с которым Хань Ли встречался ранее. Позади него стояли десятки марионеток и адских слуг, среди которых был и Сулю. «Старейшина Гуй Му, я здесь по приказу моего учителя, чтобы подвергнуть этого человека очищению кармическим огнем, и вскоре я заберу его обратно в адскую тюрьму», — спокойно объяснила плачущая душа. Гуй Му взглянул на ярко-красную цепь в руке плачущей души, другой конец которой был продет в плечо Хань Ли, и холодно сказал: «Прежде чем уйти в затворничество, старейшина Иньгуа попросил меня присмотреть за областью Рашом в его отсутствие, и он особо подчеркнул, что я не должен сообщать об этом деле региональному правителю. Так как же вы могли получить от него такие указания?» Плачущая душа знала, что не сможет выкрутиться, поэтому она убрала цепь с тела Хань Ли, и дыра, оставленная цепью, быстро затянулась. «Ты настаиваешь на том, чтобы предать регионального монарха?» — спросил Гуй Му, нахмурив брови. В глазах плачущей души промелькнуло сомнение, после чего она ответила: «Я готова принять любое наказание от своего господина за свои проступки, но если вы отпустите нас сегодня, я обязательно предоставлю вам достойную компенсацию». «Похоже, мне придется вбить в тебя немного здравого смысла», — холодно хмыкнул Гуй Му, опуская пушистого белого зверя на землю у своих ног. Маленький зверек на мгновение прижался к ноге Гуй Му, затем повернулся к Хань Ли и угрожающе оскалил клыки, прежде чем убежать. Глава 740. Соглашение. «Вперед!» — внезапно закричала плачущая душа, затем взмахнула рукой в воздухе, вызывая темно-красный световой барьер, который превратился в духовную сферу, окутавшую и ее саму, и Хань Ли.
Хань Ли мгновенно почувствовал себя так, словно его изолировали от Серого Царства, и он больше не чувствовал себя подавленным вездесущей пагубной Ци, когда он отпрыгнул назад и спустился к кармическому огненному кратеру с плачущей душой. Кармический огонь будет оказывать на тебя гораздо меньшее влияние в моих духовных владениях, но ты все равно должен быть настороже, учитель. Предупредила плачущая душа. Как только ее голос затих, над головой внезапно появилась темная тень, и это был никто иной, как Сулю, который несся на них, размахивая топором и булавой. Раздался металлический лязг, когда металлический шар в полости в его груди непрерывно вращался, и руны на его поверхности также беспорядочно мигали, в то время как внутри него горел шар черного кармического огня. На его теле появилась серия черных узоров, а из цепей на его теле вырвались языки черного пламени, словно распустившиеся цветы черного лотоса. Увидев это, Хань Ли взмахнул рукой, призывая свой лазурный меч бамбуковых облаков, и на его руках появилась золотая чешуя, а мышцы вздулись. Он схватил рукоять меча обеими руками, затем шагнул вперед и взмахнул мечом по диагонали вверх. Раздался оглушительный грохот, когда палящее черное пламя, вырвавшееся из топора Сулю, столкнулось с золотой молнией, исходящей от меча Хань Ли, и во все стороны полетели бесчисленные золотые молнии и искры кармического огня. Ни Хань Ли, ни Сулю не могли одолеть друг друга, и ситуация зашла в тупик. Однако тут же раздался еще один оглушительный грохот, когда Сулю обрушил булаву на Хань Ли, и этот удар был еще сильнее, чем удар топором. Несмотря на то, что Хань Ли изо всех сил старался противостоять обстрелу, его все равно отбросило, как пушечное ядро, прямо в кратер кармического огня, а за ним последовала плачущая душа. «Тебе не уйти», — взревел Гуйму. Однако Хань Ли и плачущая душа быстро скользили по дну огненного кратера, используя инерцию, чтобы лететь к кармическому огненному проходу на другой стороне. Несмотря на то, что Хань Ли снова погрузился в кармический огонь, этот опыт не был таким мучительным, поскольку он был защищен духовной сферой плачущей души. Это его вполне успокоило, и он начал использовать технику очищения духа. Адский жук души нанес значительный ущерб его божественному чувству, и, хотя он был временно подавлен, он все равно не смел расслабляться. В мгновение Гуйму появился над кратером кармического огня, затем протянул руку вниз, и щупальца черного света мгновенно начали быстро распространяться по его руке, словно виноградные лозы. От этих лиан отделилось бесчисленное множество ветвей, образовав плотную и однородную черную сеть, которая опустилась в огненный кратер, а затем обрушилась на дуэт Хань Ли. В то же время адские слуги и марионетки тоже появились над огненным кратером, и все они одновременно ударили своим оружием. Как только черная сеть вошла в кратер кармического огня, ее скорость мгновенно возросла в несколько раз, и она начала с поразительной скоростью сжиматься вокруг Хань Ли и плачущей души. В этот самый момент Хань Ли перевернул руку и достал зеленую тыкву, а затем ткнул ладонью другой руки в нижнюю часть тыквы. Над тыквой мгновенно появился слой зеленого света, как и бесчисленное множество крошечных рун, и она выпустила волну мощной энергии закона, которая отбросила весь кармический огонь в радиусе нескольких десятков футов. Раздался резкий звон, и из горлышка тыквы вырвалась струя сияющего золотого света, прорезавшая широкую брешь в кармическом огне и врезавшаяся в гигантскую черную сеть. Черная сеть яростно задрожала и резко раздулась перед лицом огромного количества золотых молний и яростной ци меча, словно вот-вот должна была разорваться. Атаки, предпринятые адскими слугами и марионетками, также были уничтожены приближающимся взрывом. Увидев это, на лице Гуйму появилась холодная усмешка, и он мгновенно оказался прямо перед дуэтом Хань Ли, после чего его рука превратилась в облако серого тумана, окутавшего всю черную сеть. В этот момент сеть была на грани разрушения, но, казалось, внезапно получила заряд энергии и начала медленно сжиматься вокруг Хань Ли и плачущей души, словно клетка. В то же время тонкая и длинная черная ветвь обвелась вокруг лазурного меча бамбуковых облаков и силой потянула его к Гуйму. «Не позволяй ему забрать твой меч, хозяин». Старейшина Гуйму овладел законами призрачных лиан, и яд на его лианах может испортить бессмертные сокровища и превратить их в сокровища Серого Царства, поспешно предупредила плачущая душа, после чего из ее рук снова появились ярко-красные цепи и полетели навстречу Сулю. Из черной сети сочились капли черной жидкости, источая гнилостный запах, похожий на запах прогнившей грязи, выкопанной из болота. Черная жидкость капнула на лазурный меч бамбуковых облаков Хань Ли, и меч тут же начал дрожать и гудеть, а с его поверхности посыпались золотые молнии. К ужасу и смятению Хань Ли он увидел, что на лезвии меча появилась серия ярко-белых отметин, и поспешно попытался призвать его обратно, но обнаружил, что его связь с летающим мечом каким-то образом нарушилась. Это довольно хороший меч, и, кажется, он входит в набор. Как насчет того, чтобы показать мне весь набор, заметил Гуйму, взглянув на другой меч в руке Хань Ли. Хань Ли слегка нахмурился, снова подняв зеленую тыкву, а затем приложил ладонь к ее нижней части, и из ее рта вылетела полоска зеленого света, овившись вокруг меча, который был пойман в ловушку призрачными лозами, прежде чем попытаться вытащить его. Это что, глубокая небесная тыква?
У тебя, конечно, много прекрасных сокровищ припрятано в рукаве. Раз уж ты так любезен, что предлагаешь их мне, я с радостью их приму». Усмехнулся Гуйму, и несколько призрачных лиан вырвались из черной сети и потянулись к глубокой небесной тыкве и другому лазурному мечу бамбуковых облаков. В этот самый момент из тыквы раздался странный звук, после чего из нее вырвалась вспышка темно-зеленого света, которая при соприкосновении с призрачными лозами рассекла их. Призрачные лианы, обвивавшие меч лазурного бамбуковых облаков, также были срезаны, что позволило Хань Ли забрать меч и убрать его обратно в тыкву. Силы закона разрушения. «Неудивительно, что Иньгуа столько раз просил меня пощадить твою жизнь, ты полон сюрпризов», — воскликнул Гуйму с изумленным выражением лица. В этот самый момент плачущая душа столкнулась с Сулю, а затем вернулась к Хань Ли. Она нахмурилась и сказала: «Учитель, у этих марионеток нет душ, поэтому мои силы малоэффективны против них. Кроме того, Гуйму — культиватор зенита небес, так что в лучшем случае я смогу ненадолго задержать его для тебя, но ты не сможешь попасть в область очищения души». Услышав это, Хань Ли нерешительно посмотрел на него. Перед лицом культиватора зенита небес у него не было шансов на победу, даже с его способностями к управлению временем. В этот самый момент в его голове внезапно раздался голос Мо Гуана. «Позволь мне выйти, брат Даос Хань». «Что ты собираешься делать, брат Даос Мо Гуан?» — озадаченно спросил Хань Ли. «Это тело мне не принадлежит, поэтому моя душа и тело не очень хорошо взаимодействуют друг с другом, и в результате я был несколько подавлен способностями плачущей души, что привело к моему поражению, но я не буду так же бездарно сражаться с Гуйму. Если вы готовы выполнить мои условия, я готов поставить на кон свою жизнь и сражаться за вас», — ответил Мо Гуан. «Ты хочешь, чтобы я разорвал наш контракт с небесным дьяволом, верно?» — спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови. «Верно. У меня нет шансов победить Гуйму, но я смогу сдерживать его в течение 15 минут. Если я умру за это время, то так тому и быть, но если я выживу, то все связи между нами будут разорваны». «Что скажешь?» — предложил Мо Гуан. Хань Ли на мгновение задумался над предложением, а затем ответил: «Хорошо, ты заключил выгодную сделку». Говоря это, он взмахнул рукавом, и Мо Гуан вылетел наружу, сверкнув серебряным светом. Обычно беззаботный взгляд его глаз сменился серьезным и сосредоточенным выражением, которое казалось Хань Ли очень чуждым. «Убирайтесь отсюда, я сам с ним разберусь», — сказал Мо Гуан Хань Ли и плачущей душе, пристально глядя на Гуйму. Такая наглость от простого культиватора высшего зенита. Похоже, мне придется сначала тебя прикончить. Холодно усмехнулся Гуйму, направляясь прямо к Мо Гуану, который сделал глубокий вдох и внезапно издал громкий рев. В его глазах появился сияющий серебристый свет, и на его лбу и лице начали проявляться странные узоры. В то же время из-под его мантии вырвалась зловещая ци, и его аура расширилась до уровня позднего высшего зенита. Когда он достиг поздней стадии высшего зенита? Хань Ли подумал про себя с изумлением. Мо Гуан взмахнул рукавом, и кармический огонь внизу поднялся, словно его призвали, превратившись в гигантский огненный торнадо, который устремился прямо на Гуйму, в то время как Мо Гуан другой рукой сделал рубящее движение в сторону. Из его кончиков пальцев вырвался поток черного света, который, скользя по воздуху, прорезал брешь в черной сети впереди. Хань Ли на мгновение замешкался, затем поднял кулак в прощальном жесте в сторону Мо Гуана и бросился к кармическому огненному проходу вместе с плачущей душой. Друзья, эти главы, когда идеальная тюрьма рушится не снаружи, а изнутри, и цена свободы — союзник, сжигающий себя дотла. Надзирательница Юлао срывает маску. Перед Хань Ли стоит плачущая душа, годами игравшая роль преданного стража. Но это не просто спасение свыше. Без собственной подготовки героя внешняя помощь обернулась бы гибелью. Трава мириада душ питала его сопротивление изнутри. Так воин, скованный цепями, все равно давит на звенья, чтобы внешний удар молнии сорвал ослабленные петли. Система Иньгуана рухнула именно там, где казалась нерушимой. Создатель тюрьмы не допускал, что узник способен бороться даже в состоянии полного подавления. Свобода обрывается на мосту кармического огня, где призрачные лианы Гуйму гноят лазурный меч прямо в руках. Тогда вперед выходит Мо Гуан и раскрывает мощь поздней стадии высшего зенита, которую его чужое тело физически не способно долго удержать, как сосуд, треснувший под давлением слишком бурного потока. Его условия — 15 минут против Гуйму вместо разрыва контракта небесного дьявола. Умереть свободным духом — вот его цена.
Таймер запущен. Впереди очищающий пруд сверху элитную охрану конференции 3 регионов. Тело Ханли разрушается прямо на ходу, и никакого прикрытия больше нет. Только лобовой прорыв на последних силах. Но самая тревожная мысль иная, что если Мо Гуан выживет, освобожденный демон с нестабильной, но колоссальной силой может оказаться опаснее всех тюремщиков. Спасаясь от небесного огня, легко самому открыть врата бури. Готовлю продолжение.